Привет! Хотите, чтобы ваш Telegram-бот работал круглосуточно, даже когда ваш компьютер выключен? Забудьте о платных серверах. Сейчас я покажу, как запустить его абсолютно бесплатно, всего за 1 минуту на нашем хостинге. Итак, начнем. Шаг 1. Регистрация. Переходим на сайт, ссылку оставлю в описании, листаем чуть ниже и нажимаем на кнопку «Войти». Далее проходим простую регистрацию. Шаг 2. Верификация. После регистрации нужно подтвердить электронную почту и Discord-аккаунт. Для этого на главной странице панели нажмите на свой никнейм, выберите «Профиль» и следуйте инструкциям по верификации. После выполнения требований вы увидите зеленую галочку рядом с никнеймом, а также надпись «Вы верифицированы». Это значит, что 80% пути уже пройдено. Шаг 3. Создание сервера. Наконец-то мы дошли до ключевой части этого видео. Переходим во вкладку «Сервера». Здесь будут отображаться все ваши активные сервера. Нажимаем «Создать сервер». В поле «Имя» введите любое название. Дальше выбираем ПО, в нашем случае Languages, и в поле «Характеристики» выбираем Python или другой язык, если код написан не в Python. Далее в поле «Локация» выбираем ту, которая ближе всего к вам или вашим пользователям. Billing Priority оставляем как есть, спускаемся ниже, выбираем тариф Free и нажимаем «Создать сервер». Шаг 4. Запуск бота. Сервер создан, осталось запустить бота. Во вкладке «Сервера» нажимаем на иконку гаечного ключа, откроется панель управления. Здесь находится консоль, файлы и вся работа с сервером. Вводим те же данные, что вы в клиентской панели, после входа открываем наш сервер. Переходим во вкладку «Files». Нам нужно загрузить файлы бота на сервер. Нажимаем на «Upload» и выбираем все необходимые файлы. Далее переходим во вкладку «Startup». В поле Docker Image выбираем версию Python, на которой написан бот. Спускаемся чуть ниже и видим поле Additional Python Packages. В нем через пробел указываем библиотеки, которые используют бот. Если у вас есть файл requirements.txt, можете пропустить этот шаг. Если главный файл называется не main.py, укажите его имя в поле app.file. Теперь все готово. Переходим во вкладку «Консоль» и нажимаем «Start». Первый запуск займет немного больше времени, это нормально. Итак, наш сервер запустился. Проверяем и видим, что наш бот в сети и работает. В общем, если хотите, чтобы ваш бот, сайт или игровой сервер всегда был онлайн без головной боли и на мощном железе, переходите на Nomad Host и начинайте прямо сейчас. Удачи!